Астрология сейчас на подъеме. Согласно недавнему опросу, в нее верит 28% французов. Удивительно то, что среди французской молодежи процент еще выше. Каждый второй молодой человек в возрасте 18-25 лет верит в астрологию. Во Франции политическая нестабильность, в мире напряженная ситуация. Во времена неопределенности люди всегда ищут источники утешения и оптимизма. Астрологических прогнозов на YouTube огромное количество, но я вам сегодня расскажу о знаменитейшей гадалке конца 18-го, начала 19 века, мадемуазель Ленорман. Mesdames et messieurs, bonjour! На левом берегу Парижа много старинных домов, кое-где мемориальные доски, которые напоминают, здесь жил тот великий или этот, но чаще напоминаний нет, а великие жили здесь чуть ли не в каждом доме. На старинной улочке Турнон проживала знаменитая Анна-Мария Ленорман, французская прорицательница. Ее любили, уважали и боялись. К ней стремились попасть влиятельные люди того времени. Анна-Мария Аделаида Ленорман родилась во французском городе Алансон. Магические способности у будущей предсказательницы проявились еще в раннем детстве. Анна могла видеть сквозь плотную ткань, наблюдала над головами людей свечение, постоянно болела, слышала голоса и видела у людей две тени. Родители отправили девочку на воспитание в монастырь, где она изучала языки, музыку, рисунок, математику. Оставшись сиротой и без средств к существованию, Анна поступила ученицей к портнихе в Алансоне, а затем кассиром в магазине нижнего белья. Она приехала в столицу накануне революции. Девица устроилась в модный магазин и стала продавать ткани. Вскоре там были огромные очереди из покупателей, желающих узнать свое будущее. Постепенно слава Анны растет. В 1790 году мадемуазель Ленорман поехала в Лондон, чтобы проконсультироваться у знаменитого доктора Галя. Доктор Галь – изобретатель френологии. Говорят, доктор долго ощупывал ее череп, а потом воскликнул: «Шишка, вы обладаете способностью к гаданию. Вы станете величайшей сивиллой в Европе». Вернувшись в Париж, она поселилась на улице Турнон в доме номер 5 за арендную плату 900 франков в год. На первом этаже открывает свою контору, на табличке было написано «Бюро корреспонденции». Слуга Фламермон заботился о припасах для этой дамы и раздавал рекламные проспекты, восхваляющие таланты мадемуазель Ленорман. В рекламных проспектах она превратилась в молодую американку, которая пересекла океан, чтобы принести французам пользу своими исключительными талантами. Фирма прорицательницы процветает. В основном она гадала на будущее по картам Таро и кофейной гуще, и вскоре ее дар ясновидения был известен всему Парижу. Попасть к ней можно было лишь со второго или третьего захода, а возле ее дома выстраивалось до 20 экипажей. Своим клиентам она предлагала выбрать цену консультации – 10, 40 или 80 франков. К мадемуазель захаживают политические деятели – Сен-Жюст, Баррас, художник Давид, актер Тальма и даже сам Робеспьер. Итак, к гадалке заходит сам Робеспьер.
Но мадемуазель Ленорман имела неосторожность предсказать Робеспьеру насильственную смерть. В 1793 году по приказу Робеспьера мадемуазель арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности, в разжигании беспорядков среди граждан и отправили в тюремную камеру. В тюрьме она поддерживает заключенных благородных дам, предсказывая им скорое избавление. И вот однажды утром мадемуазель Ленорман получает записку из люксембургской тюрьмы. Это был запрос на гороскоп от молодой заключенной, которую звали Мария Розе де Богарне. Она была очень суеверна, она хотела знать свое будущее. А поскольку дальше речь пойдет о Жозефине и Наполеоне I, почему бы не съездить в Мальмезон? Мальмезон – это пригород Парижа, находится от столицы в 20 километрах на запад. Дорога Жозефины и Наполеона Бонапарта. Эта дорога ведет к замку Жозефины и Наполеона. Гадалка сделала такое предсказание. Генерал де Богарне станет жертвой революции. Вы переживете своего мужа, сочетаетесь вторым браком с молодым офицером, звезда которого призовет его к высоким целям. Вот так гадалка нашла себе идеального клиента. Мари Роз Богарне, будущая императрица Жозефина, останется верна мадемуазель Ленорман. А в 1795 году генерал Бонапарт подумывал поступить на службу к султану, но решил посоветоваться с мадемуазель Ленорман. И прорицательница сказала ему так: «Вы не получите паспорт, вы призваны сыграть большую роль во Франции, а вдовевшая дама сделает вас счастливым, и вы достигнете очень высокого положения благодаря ее влиянию. Но не будьте к ней неблагодарны, эта дама – ваше счастье». Впоследствии и Жозефина, да и сам Наполеон частенько встречались с гадалкой. 2 мая 1801 года гадалка была приглашена в Мальмезон. И именно тогда она сказала Жозефине: «Вы станете больше, чем королева». Этот визит не понравился первому консулу. Он опасался слишком доверительных отношений Жозефины с прорицательницей. Этот кедр был посажен в 1800 году Наполеоном и Жозефиной. Прежде чем вернуться в Париж и продолжить наш разговор о знаменитой Ленорман, давайте зайдем в церковь Мальмезон, ведь именно здесь похоронена императрица Жозефина. В этой церкви последний день небольшой выставки, посвященной Туринской плащанице. Копия перед нами. После казни Робеспьера мадемуазель Ленорман возвращается в свою квартиру на улице Турнон и становится необыкновенно популярной. В Париже она была известна как Сивилла Сен-Жерменского предместья. Во времена империи Сивилла из Сен-Жерменского предместья принимает множество людей из всех слоев общества – аристократы, военные, актеры. На прием нужно было записаться за несколько недель вперед и ждать своей очереди 2 часа в прихожей. Помимо карт Таро и кофейной гущи, она прибегала к другим методам гадания: вода, отраженная в зеркале, расплавленный свинец, яичные белки, огонь, дым. Благодаря своему дару ясновидения и болтливости Жозефины, Анна-Мария смогла предупредить генерала Моро о предстоящем аресте.
и в результате по приказу Наполеона оказалась в тюремной камере, но благодаря заступничеству Жозефины гадалку освободили. Согласно легенде, Анна-Мария предсказала Александру Первому две линии его жизни: отказ от престола, долгая жизнь, продолжение правления, скорая и страшная смерть. За это император подарил ей бриллиантовый перстень. Александр I умирает через 7 лет в Таганроге. Существует миф, что на самом деле умер двойник императора, а сам Александр, поверив словам Ленорман, отказался от трона, стал отшельником по имени Федор Кузьмич и уехал в Сибирь. Королю Луи Филиппу Мария предсказала, что тот переживет своего старшего сына, а на родину вернется лишь после смерти. Дальше события сложились следующим образом. За 6 лет до отречения Луи Филиппа от престола его сын был убит, а сам король уехал в Англию. Там он и умер, после чего его останки перевезли на родину и похоронили в королевской усыпальнице. А в 1832 году в гостях у знатной клиентки Мария Ленорман предсказала Оноре де Бальзаку, что после романа с иностранкой и свадьбы с ней он умрет через несколько месяцев. Так и произошло. Через 5 месяцев после женитьбы на польской графине Бальзак скончался. Анна-Мария Ленорман была вовлечена в многочисленные интриги, была арестована в Бельгии, смогла избежать тюремного заключения, заплатив штраф 15 франков. В конце своей жизни она по-прежнему жила на улице Турнон, где и умерла в 1843 году в возрасте 71 года. Незадолго до своей кончины она неосторожно предсказала, что проживет 124 года. Все свое имущество, оцениваемое в 1 миллион франков, Сивилла Сен-Жерменского предместья завещала своему племяннику. Какие же прогнозы дают современные французские прорицатели? По мнению многих астрологов, 25-й год станет одним из важнейших этого столетия. Проходя очередной круг времени на зодиаке, далекие планеты воскрешают призраки прошлого, призраки великих реформ и перемен. Положение планет в небе летом 25-го и особенно летом 26-го будет такое же, как это было в 1789 году, говорят французские астрологи. Что было во Франции в 1789 году, думаю, вам известно. Знаменитое событие, которое произошло 14 июля 1789 года, до сих пор французы отмечают парадом на Елисейских полях. Ну, как говорится, поживем увидим. Спасибо вам за подписку, за комментарии, за лайки и, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!